В один жаркий день Майкл шел по тротуару своего района, не подозревая, что его жизнь вот-вот изменится навсегда. Солнце нещадно палило, асфальт раскалился до такой степени, что, казалось, можно было жарить яичницу. Внезапно он заметил крошечное существо, лежащее без движения под палящими лучами солнца. Майкл остановился, чтобы рассмотреть находку поближе. Его сердце учащенно забилось от волнения. Это было крохотное создание размером с его большой палец. Необычное животное выглядело едва живым. Его маленькое тельце почти незаметно вздымалось. Кожа существа была сухой и горячей на ощупь, глаза закрыты. Майкл понял, что если он не вмешается, то животное погибнет в считанные минуты. Не раздумывая, мужчина осторожно поднял крошечное создание и укрыл его в тени своей ладони. Майкл почувствовал, как слабое сердцебиение отдаётся в его пальцах. Он не имел опыта обращения с дикими животными, но чувствовал, что должен что-то срочно предпринять. Мужчина поспешил домой, держа найденыша близко к груди, стараясь в спешке не споткнуться. Дома Майкл устроил малышу временное гнездо из мягкой ткани в небольшой коробке. Руки дрожали от волнения, когда он осторожно укладывал туда крошечное создание. Он не знал, чем кормить такое миниатюрное животное, поэтому обратился за помощью в интернете. Майкл разместил фотографии своей находки, надеясь получить совет. Его пальцы быстро летали по клавиатуре, пока он описывал ситуацию. Реакция пользователей была неоднозначной. Многие были уверены, что животное не выживет, особенно в руках неопытного человека. Некоторые даже советовали Майклу оставить его умирать, так как это естественный отбор. Эти слова больно ранили Майкла, но он решил не сдаваться. Он был абсолютно уверен, что судьба этого крошечного существа теперь в его руках. Игнорируя пессимистичные комментарии, Майкл начал кормить малыша из пипетки специальной смесью для новорожденных животных. Каждая капля, которую удавалось влить в крошечный ротик, казалась победой. Каждые 2 часа днем и ночью Майкл вставал, чтобы покормить своего подопечного. Недосып давал о себе знать, но Майкл упорно продолжал заботиться о малыше. Он назвал малыша Олли, потому что тот был такой маленький и мягкий. Первые дни были самыми трудными. Олли был очень слаб, и Майкл боялся, что он может не пережить ночь. Каждое утро, просыпаясь, Майкл с замиранием сердца проверял, дышит ли его маленький подопечный. Но маленькое существо оказалось на удивление живучим. С каждым днем Олли становился все сильнее и активнее, и Майкл чувствовал, как растет его привязанность к этому крошечному созданию. Через неделю у Олли начала расти шерстка. Майкл был в восторге, наблюдая, как его питомец преображается. Теперь он мог разглядеть, что у Олли есть маленькие лапки и длинный хвост, но все еще не мог определить, кто это. Каждый новый волосок на теле Олли казался Майклу маленьким чудом. Прошел месяц, и Олли превратился в энергичного зверька. Он начал исследовать дом Майкла, забираясь на все, что попадалось ему на пути. Майкл обнаружил, что Олли особенно любит прыгать и карабкаться. Однажды Майкл чуть не получил сердечный приступ, когда не смог найти Олли, а потом обнаружил его мирно спящим в кармане старой куртки. К этому времени Майкл уже полностью привязался к своему необычному питомцу. Он создал для Олли специальный уголок в своем доме с лестницами и платформами для лазания. Майкл провел несколько бессонных ночей, конструируя этот комплекс, но результат стоил усилий. Олли обожал свой новый игровой комплекс, проводя часы, прыгая и кувыркаясь на нем. Однажды Майкл заметил, что Олли пытается планировать, прыгая с высоких предметов и расправляя кожные складки между передними и задними лапами. Это открытие заставило мужчину задуматься о том, кем же на самом деле является его питомец. Майкл провел целую ночь,
изучая различные виды летающих млекопитающих и пытаясь разгадать загадку Олли. После 2 месяцев совместной жизни Майкл наконец-то получил ответ на свой вопрос. Один из его подписчиков, увидев новые фотографии подросшего Олли, определил, что это белка-летяга, редкий вид, обитающий в южных штатах США. Майкл почувствовал, как по его телу пробежала дрожь возбуждения от этого открытия. Майкл был поражен. Он начал изучать все, что мог найти о белках-летягах. Оказалось, что эти животные ведут ночной образ жизни и редко контактируют с людьми. Но Олли, выращенный человеком, с самого рождения вел себя совсем не как дикое животное. Он любил сидеть на плече Майкла, наблюдая за миром вокруг своими большими глазами. Теперь, когда Майкл знал, кто такой Олли, он мог лучше позаботиться о его потребностях. Он изменил рацион питомца, добавив в него орехи, семена и фрукты. Олли особенно полюбил пеканы, и Майкл часто смеялся, наблюдая, как его маленький друг пытается унести орех, который был почти с него размером. Майкл задумался о том, можно ли вернуть Олли в дикую природу. Эта мысль вызвала у него смешанные чувства. С одной стороны, он хотел дать Олли шанс на естественную жизнь, с другой — боялся потерять своего маленького друга. Но специалисты сказали ему, что животное, выращенное человеком, вряд ли сможет выжить самостоятельно. К тому же Олли уже слишком привязался к Майклу, следуя за ним по пятам, куда бы тот ни пошел. Решение оставить Олли у себя не было легким, но Майкл понимал, что это лучший вариант для них обоих. Он обустроил для питомца просторную клетку, где Олли мог бы безопасно летать и прыгать. Майкл потратил все свои сбережения на эту клетку, но, видя, как счастлив в ней Олли, он ни о чем не жалел. Жизнь Майкла полностью изменилась с появлением Олли. Необычный питомец стал местной знаменитостью, люди приходили посмотреть на удивительного зверька. Майкл даже создал для Олли страничку в социальных сетях, где делился их повседневной жизнью. Количество подписчиков росло с каждым днем, и вскоре Олли стал настоящей интернет-сенсацией. Олли рос и становился все более активным. Он любил сидеть в кармане рубашки Майкла, выглядывая оттуда своими любопытными глазками. Майкл часто брал его с собой на работу, где Олли развлекал коллег своими акробатическими трюками. Несмотря на то, что Олли был ночным животным, он приспособился к дневному образу жизни Майкла. По вечерам они вместе смотрели телевизор. Олли уютно устраивался на плече своего хозяина. Иногда Майкл замечал, как Олли с интересом следит за происходящим на экране. Особенно его привлекали природные документальные фильмы. Время шло, и Майкл понял, что не может представить свою жизнь без Олли. Маленькое существо, которое он нашел полумертвым на тротуаре, стало его лучшим другом и постоянным источником радости и удивления. Сегодня Олли живет счастливой жизнью со своим человеческим папой. Каждое утро, просыпаясь и видя Олли, мирно спящего в своем гнездышке, Майкл улыбается, понимая, что его жизнь стала намного богаче благодаря этому маленькому чуду. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.